Здорово! Вот выбрался я на рыбалку. Озеро мне неизвестное. Летом только бывали 2 года назад. Вот хочу зимой попробовать. Вода здесь чистая-чистая, дно прям видно. Не как в других озерах, что она черная. И рыба мне черная. Вот она. Я еще на него не выходил, только вот сейчас иду. Раннее утро. Это проваливаюсь. В планах наловить живца, поставить жерлицы, побегать по окуню. Может, судак тут есть. Всем приятного просмотра. Ну, вроде как располагаюсь. Самое любопытно, что здесь будет сегодня. Ну, вроде как народ ездит. Иной раз. Путь сюда не близкий. Но следы есть. А парыш, конечно, у меня. Он у меня в холодильнике с конца ноября лежал. Я думал, ему кирдык. Посмотрел, а он ничего. Он бодрячком еще. В крясне был. Подразморозился, так зашевелился. Здесь у меня мормышка. Такой вот гразик вольфрамовый. О. Так, что здесь за глубина у нас? Ну, глубина есть. Уже радует, что не у самого льда ловить буду. Так, ну, глубина примерно у нас, ну, где-то 2 метра, 2,20, вот так вот. В принципе, ничего. Будет что-нибудь сходу. И ее надо бегать, искать. Такая погода сегодня. Сейчас на улице плюс, где-то +1, +2. Прям морось, такая мелкая. Ну, что я могу сказать? Спустя, наверное, лунок 15 я вдоль этого берега пробежался. Под берегом ничего нету. Отошел от берега, начало клевать. Окуней сейчас около 6 поймал. 5 это живец. Один такой, ну, неплохой. Покажу. Вот такое вот. Получается, вот этот самый такой полосатый большой. Остальные живец. Вот чисто окунь. Пока белорыбица не попадалась. Ну и окунь тоже. Лунка 2. Вот он. Там клюнет один, там клюнет один. И все. Пока тишина. Особого, ну, убегает сразу. Боится, что ли. Я сейчас 5 жерлиц раскидаю. Наверное, здесь поставлю 3 штуки. И на том берегу 2. И пока не стоять будут, буду еще живца ловить. 5 штук поймаю, еще 5 поставлю. Так, где там наши жерлицы? Жерлицы у меня вот такие вот. Белорусские, братья белорусы. Хорошие вещи делают. Мне не очень нравится. Эти вот маленькие, синие вообще не впечатляют. А тут и цена приемлемая. Пластик хороший, морозостойкий. Пролезь, что не надо там в дырку всовывать, как у некоторых есть. И, короче, вот комплект из 8 штук около 1000. Оснащенные. Но опять же, леску менять сразу надо. У этих жерлиц. Сейчас я так наготовлю. Ать. И 5. Ну чего, теперь в бой. И как-то так. Вот под той стороной расставил пока 3 доделятся. Тут такой вот выступ, а тут загубина. Вот хочу на выступе поставить еще один. И там в загубине самой
Ну и ловить дальше живца. Только вот поставил, отвернулся, слышу, сзади что-то бультануло. Сработало. Но пока либо сбило, либо стоит на месте, жрет. Пытается поглотить, но опять же что-то долго она пытается сожрать, скорее всего сбила. Ну проверим сейчас. Ага. Сбила. Ну да. Ну да. Мелочь что ли тут гуляет. Как раз вот в этом выступе, о котором я рассказывал. Ставил, получается, 3 и 2 выступе. Следующий я вот тут разобью, как поймаю еще живца. Вот, озеро-то большое, хорошее. Вот такое вот озеро. Красивое, большое. Будем пробовать. Пока обратно шел, на глазах сработало. Так. Катушка молчит, не крутится. Опять что ли сбила? Да, сбила. Мелочь что ли гуляет? Просто сбила у лунки и даже не понесла дальше. Ну, сейчас еще так 3 окунька вытащил. Один живец 100%, другой вот что-то посередине, а третий уж точно на живца не пойдет, он покрупнее будет. Искать надо окуня. Из белой рыбы ничего пока нету. Не нашел. По желицам вот 2 сработки пустые. Из лунки 1-2 максимум окуня вытаскиваю. Это получается все, в ней больше нету. Нужно уже другую лунку бурить. Как видимо сейчас и здесь. Я в этой 2 окуня вытащил. И тишина. Я даже не знаю, как бы я бурил бы столько лунок, если б не бур на шурике. Это... Ой, как он облегчает рыбалку. Значит, не рыбалка, а качалка была бы. Ручным-то. Ну, лунок 25 я точно уже пробурил. А лед-то здесь сантиметров где-то 60, ближе к 70. И такой он слоями, такой противный. О, что-то дергает. О, вот это вот живец. Ну, живца у меня пока, пускай 3 штуки. Ну, тут большой, конечно, но пойдет. Меньше мелочь позаристо лишний раз. Ну что, нам что-нибудь еще эта лунка подарит? Что-то делано? Ну да. Значит, будут еще желицы поставлены.
Так, ну чего, теперь больше 2 окуней-то лунка подарит. Это 2 окуня сразу вытянул, остальные отошли. Испугались, что ли? Пугливая она, что ли? Ну, я не думаю, что они так по одному, по 2 окуня стоят вот на одном квадрате там. Или какой-то такой местности. Откуда видно приманку. И типа больше нету. Не верю я в такое. Пугливая. Что-то подманил. Ну-ка. Еще один живчик. Так, надо будет положить их в воду. Время уже близится к обеду. Я до обеда поставлю жилицы. Перед тем, как покушать сяду. На рыбалке-то еще очень классное занятие. Трапеза, обед. Это ж на льду, на холоде. Термос, чаек горячий. Сальца у меня в этот раз нету, как я обычно беру зимой. Взял колбаску краковскую. Я думаю, она будет не хуже. Еле увидел с другого конца озера. Думаю, что-то не то. Ни хрена себе вдавило. Так. Резко все размотала. Почти. Опа. Так, есть. Сидит. Ну что-то такое увесистое. Идет как бревно. Фу. О, начинает сопротивляться. Нет, пока идет. Как она не хотя идет-то, а? Так. Опа. С почином. Первая щука в этом году. Вот она. Ну такая вялая, так не хотя шла. Уже лицо она сбила нормально. Надо же. Ну что, ближе к килошке будет. Можно сказать, открыл. Хватает она и окуня. Что там у нас? Блин, ну как всегда. Заглотила. Ну, надо же, она так, как она ее сбила. Я, кстати, потерял момент из-за того, что вот он упал. В какой момент она вообще схватила и сколько она тут уже была уже, получается, с живцом стояла. Потому что она тут уже в травку завела, я смотрю. Так, ну, надо будет живца тут ставить. Получается, вторая из первых, вот, схватила. На той стороне пока тишина. Вон там я окуней, тьфу ты, вот там я окуней вытащил. Тут батарея резко села. Как-то, не знаю, видимо, подзамерзла. То, что я паузу делал и камеру не прятал. Уже, ну, ее подзарядил немножко сейчас и в тепло поставил. 3 желицы я вот поставил вдоль этого берега. То есть здесь 6 на этой стороне и на той стороне 6 желез. Там, получается, разбило. Тут разбило и одну вытащил. Но я где-то почти на середине. Щуки я накрыл. Пойду теперь себе накрывать поляну. И теперь моя очередь кушать. Чаек. Кстати,
сухофруктами завален. Инжир и груша. Домашняя. С Кубани. Мама, привет. Так, чтобы он быстро у меня не остывал, покажу, что у меня здесь. А тут у меня 2 яичка и краковская колбаска. Ой, обожаю на рыбалке кушать. Аппетит намного лучше, чем дома. Дома как-то, ну, обыденно, привычно. Ой, как сухофрукты это чувствуешь-то. Прекрасно. Хлебушек. Куда? А вот хлебушек. Хлебушек черный. На ржаной мало похож. Ближе к серому. Но тоже неплохо. Опа. Всем приятного аппетита, кто кушает. Как и говорил, 6 тут, 6 тут. Но я такой шаг между ними делал хороший. Метров, наверное, 20 между флажками. Обычно я поменьше делаю. Ну да, это не меньше 20 метров. И у меня получается 6-я аж вышла метров за 100. Так внушительно. Ну да, все правильно. То, что первое начинается здесь. И аж туда ушло. Да, как-то камера у меня в неподходящий момент отключилась. Как раз вот, когда окуней вытаскивал, дергал. Причем клевало, я вот окуней-то повытаскивал. У меня, наверное, около десятка таких вот, ну где-то вот таких вот неплохих окуней. Я их покажу. Ну что, голословно. Ой, соединилась. О. Хотя нет, наврал, меньше 10, это, видимо, вместе с живцом. Но тут такие хорошие, крупные. Потом в конце рыбалки сравним весь день, как прошел. Вот. А батареи что-то, да, не ожидал. Я ее подзарядил сейчас уже. Надо будет у хорошего знакомого заказать. Кстати, он занимается продажей техники вот подобной. То есть ширпотреб, китайщину, вот такие фирмы малоизвестные, он не продает. Он именно вот специализируется в основном на GoPro и DJI. То есть GoPro это есть и только камеры, а DJI это также и экшн камеры и квадрокоптеры. Все надежно, все качественно. Там на Авито он, кстати, он продает. Все записывает, фотографии. И также, что немаловажно, если у него в профиле нужной техники нету, можно без проблем у него ее заказать. То есть он и под заказ тоже ищет подобного рода технику. Советую. То, что продавец проверенный и человек надежный. Вот и надо будет заказать у него батарею. Так что, Максим, буду тебе писать. Покушал, щука пока молчит. Тишина, туман садится. Прям чувствуешь-то вот эту влажность, вот эта вот повышенная из-за тумана. Морость вот это вот мелкая-мелкая. Сейчас пойду по окуню вдоль вот этого вот берега. Тут у меня 6 желез стоит. Вот как раз таки пройдуся. Сейчас плюс, конечно, вода повылазила наружу. Под снегом сидит. Зараза. Крючком укололся уже. Тут ноги не очень устойчиво стоят на таком снегу. Опа. Такие вот полосатики. Под живца вот то, что доктор подписал. Такого у меня еще не было, блин. На мормышку одних окуней надергал на живца. Опа, сразу же. Ну
Ну-ка. И тут стайка полосатых стоит. О, еще один. Такой же. Как на подбор. И снова в 5 метрах от желицы, но тоже другой желицы. Что я, походу, их неудачно поставил, эти желицы, да? Я не думаю, что рыба будет тусоваться в тех местах, где охотится щука. В основном щука, как бы, она, естественно, выходит в те места, где есть рыба. Ну а зачастую-то рыба чувствует хищника, и она не будет у него под носом находиться и пастись. Так как то же самое овцы перед волками бы паслись. Ну, снова. Вот это покрупнее. Такой вот полосатый. Опарыша подъели у меня одного красного. Сейчас там чисто один белый. Ну, посмотрим, как на одного белого будет клевать. Белый тоже работает. Вон уж. Сколько? Эх, все. И второго опарыша стащили. Как на подбор. Один только отличается. О, как на подбор. Но это живец. Мне он пойдет на следующую рыбалку, чтобы я уже утром до обеда не сидел, не выбивал этого живца. Был, конечно, меня сегодня с Шуриком красота просто вообще. Я даже не догадывался, что так удобно. Тут будет ссылочка, кстати, кому интересно, на обзор этого бура. Опа. Еще один полосатый. Давай сюда. Получается, что у меня следующая рыбалка. Одни окуня будут стоять. На желицах. Такого у меня еще не было. В основном у меня преимущественно было все время белорыбица. Ну и на озере здесь же из белой рыбы еще у меня ничего не попалось. Я даже не знаю, есть ли она здесь или нет. Или ее щука вместе с окунем тут всю пожрали. И остались одни хищники в водоеме. Ё-моё! Пока камеру ставил, чуть не утащил удочку вот этот полосатый. Интересно, это я нашел их место обитания или время как-то давление сыграло, погода. Это уже другая лунка. От прежней я отошел, ну не так уж далеко, я скажу, метров 10, да, около 10 метров отошел, и вот. А туман так и стелисто прям. Вот так вот, надо же. Пойду проверять те желицы на той стороне и посмотрю, что там происходит вообще. Уже вечереет. Так вот, облака опустились. Небо сливаясь с землей уже. Жилицы молчат, тишина.
Туман все гуще. Как будто его скоро рукой можно будет потрогать. Красота такая. Буду я, наверное, потихоньку закругляться. Складывать их. Репортаж где-то из облаков. Надо же. Вот так вот туман-то стелится как. Я уже складываю потихоньку. Эти я сложил вдоль этого озера, берега. Теперь на ту сторону иду. Уже из-за тумана жерлиц вообще не видно сдалека. Надо вплотную подходить. Вот щукарик такой неплохой. Окуней надергал. Это получается первое, да? Вот. А вот так, а вот здесь у меня второе. Это я живца уже отложил. Там его много. Как-то так вот сегодня. Спасибо за просмотр. Рад буду вашему мнению, подписке. Всем пока.